Моменты инерции. Об этом сегодня. Приветствую вас, дорогие мои подписчики, и проходивших мимо, как всегда, тоже приветствую. Сегодня я хочу рассказать о любимом своем вопросе, который называется моменты инерции. В принципе, это такая характеристика сечения геометрическая, которую просто не изучают в школе, и которая появилась только тогда, когда пришли к расчету балок на изгиб. Оказалось, что когда мы сжимаем наш стержень, придавливаем его, то он сопротивляется всей своей площади действию нашего усилия. Как только мы начинаем не придавливать, а изгибать, то мы для себя знаем точно, если мы изгибаем вот так, то это сделать проще. А если мы изгибаем вот так, то это сделать сложнее. Почему? Площадь поперечного сечения это одна и та же. Значит, что-то есть другое, что сопротивляется не так, как мы понимаем геометрическую характеристику площади. А это и есть момент инерции. Вот про него сегодня. Итак, надо понимать, что вообще есть два вида моментов инерции основных. Это осевой момент инерции и центробежный момент инерции. Если мы взяли оси z и y, то осевой момент инерции это относительно оси z это y квадрат dA, относительно оси y, соответственно, это z квадрат dA. Где dA это бесконечно маленькая площадочка, которую мы берем в нашем сечении, например, прямоугольник. Это поперечное сечение балки, которое уходит вот туда. Но мы сейчас рассматриваем плоское сечение, чтобы найти характеристику этой площади. Так вот, бесконечно маленькая площадочка dA подразумевает бесконечно маленькую высоту dy. Бесконечно маленькая – это очень маленькая. Понятие введено в высшей математике, но почему-то обычно, когда мы переходим от высшей математики к сопротивлению материалов, а потом и к строительной механике, вот эти вещи, они как-то, граница между ними возникает и все забывается. Так вот, для того, чтобы получить бесконечно маленькую величину, то есть площадь, да, беря ширину нашего сечения, вот b, ширина b, беря вполне себе конечную ширину нашего сечения b, мы должны взять бесконечно маленькую высоту, тогда конечная величина на бесконечно маленькую высоту нам даст площадь dA бесконечно маленькой величиной, dy на b. Мы умножаем высоту dy на b, это и будет площадь dA. Дальше мы должны взять координату y, это центр тяжести нашей площади, dA, координата по оси y, до центра тяжести этой площади. Вот что входит в этот интеграл. А дальше мы должны понимать, что интеграл это или площадь, когда мы берем функцию, ограниченной этой функцией, или сумма. В данном случае мы просуммируем по всем высотам y вот эти площадочки dA. То есть мы просуммируем под этим знаком интеграла все площадочки y под знаком интеграла просуммируем. Итак, поехали. Значит, вместо нашего dA мы подставляем b на dy. Y квадрат dy умножить на b. И теперь мы понимаем, что вообще высота этого сечения у нас h. То есть это определенный интеграл от 0 до h b на dy. Y квадрат. Значит, b это константа, из-под знака интеграла можно вынести. Дальше у нас остается y квадрат dy от 0 до h. Естественно, мы понимаем, что интеграл от y квадрат это y кубе на 3. И получаем b y кубе на 3 от 0 до h. Определенный интеграл, мы поставили границы.
А как мы помним, дальше мы должны взять сначала верхнюю границу, а потом отнять от него, подставив нижнюю границу. Нижняя граница 0, то есть отнимать нечего, поэтому мы в результате получаем bh в кубе на 3. И вот тут мы начинаем понимать, что когда мы занимаемся расчетом на изгиб, момент инерции, который мы говорили, входит в формулу для напряжений, говорит о том, что высота, перпендикулярная нашей оси, будет в кубе. Именно поэтому так важно влияние той плоскости, в которой происходит изгиб. То ли в этой плоскости высота будет перпендикулярная нашей оси изгиба в кубе, то ли в этой плоскости высота перпендикулярная нашей оси изгиба будет в кубе. Эта высота будет значительно больше. И влияние, получается, в кубе берется. Очень просто берется второй момент инерции, то есть относительно теперь уже оси Y. То есть вот у нас площадь dA, которую мы берем, она теперь располагается вертикально. Координата до центра тяжести этой площади теперь z. Сам интеграл это z квадрат dA. Вместо dA мы теперь подставляем его значение h на dz. Ну и дальше все расписывается довольно-таки просто. И, конечно, мы получаем другое влияние, то есть h на b в кубе разделить на 3. То есть теперь важно b в какой степени, оно h в кубе. То есть, допустим, если мы h и b берем разницу в 2, величина в 2 раза отличается, то, конечно же, моменты инерции теперь отличаться будут 2 в кубе, то есть 8. Вот все влияние. Куб – великая величина. Важно понимать, что мы нашли моменты инерции для осей, которые проходили вот так. Как только мы поменяем расположение осей, естественно, вот эти величины станут другими. И, соответственно, окончательный результат будет другой. Мы к этому сейчас еще придем, но пока еще осталось нам разобраться с центробежным моментом инерции. Это были осевые, теперь центробежный. Центробежный момент инерции – это произведение под знаком интеграла двух координат z и y, умноженное, конечно, опять на площадь dA. В зависимости от того, как мы выберем расположение dA, вертикальное или горизонтальное, так поменяются вот эти вот значения под знаком интеграла. Давайте это сделаем. Вберем для начала горизонтальное расположение площади dA. Итак, мы говорили, что z и y это координаты центра тяжести площадки dA. Значит, до центра тяжести прямоугольной площадки расстояние y по оси y, а расстояние по оси z, какой бы мы y ни брали, всегда будет b пополам. Это я здесь записал. Дальше подставляем под знак интеграла наши значения. Здесь b пополам умножить на y. Вместо dA, как и раньше, высота dy, а ширина b. И изменяется, конечно, все от 0 до h. Мы складываем каждую эту площадочку. И в результате мы получаем, что b квадрат на 2, y квадрат разделить на 2 от 0 до h. Конечно же, в результате, подставляя значение, помним, да, что сначала мы подставляем верхнее значение, минус подставляем нижнее значение и получаем b квадрат h квадрат на 4. Вот так выглядит центробежный момент инерции в нашем случае. Да, и не забывайте подписываться. Я раньше об этом не говорил, но условия монетизации YouTube сильно изменил. Я долго из-за этого не писал видео, но теперь вернулся к любимой работе, то есть к хобби писать видео. Поэтому буду признателен за подписки, делитесь, монетизация наше все. Будьте здоровы, до свидания, удачи.